Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 4 апреля, а на градуснике, честно говоря, похолодало. Около 10 градусов тепла. Сейчас я нахожусь на метро Дарница, и мы вместе с вами пройдемся, посмотрим, как живет Киев, как живут люди, настроение, поговорим про последние новости в Киеве и посмотрим по традиции цены на продукты на рынке. Есть около выхода из метро небольшой такой рыночек. Он небольшой, но там довольно-таки бывают интересные, вкусные цены и довольно-таки приемлемые, потому что те, кто там торгует, делают довольно-таки хорошие скидки утром и вечером. Сейчас на часах около 12 часов дня, утра, не знаю, как правильно сказать. И мы с вами пройдемся. Что по погоде? По погоде вы, думаю, видите по людям, что уже многие все в куртках, уже многие все в шапках. Да, некоторые даже в варежках, вон где жіночка йде, да, закутанная без шапки, но в капюшоне. И это нонсенс, потому что буквально пару дней назад, если вы видели мои ролики, а кто не видел, обязательно зайдите, посмотрите на канале, многие уже ходили в футболках. Я говорю без преувеличений, и я в том числе. Погода, ну, не сказать, что испортилась, потому что для апреля, мне кажется, в принципе, такая погода это нормально, но похолодало. Хотелось бы, конечно, теплее, хотя бы там градусов 15, 18, 20. Что у нас еще за последние пару дней приключилось? У нас приключилась песочная буря. Песок из Сахары пролетел пол Европы и прилетел в Киев. Я вставлю небольшие зарисовки на эту тему. Посмотрите, как это выглядело. Я вам скажу, интересного мало, потому что когда ты идешь и у тебя хрустит на зубах песок, это неинтересно. Когда ты идешь и у тебя залетает от ветра этот песок в кроссовки, там, ну, тоже как бы не сильно это и комфортно, я вам скажу по секрету. Но пережили, як то кажуть, пережили. Так, друзья, рынок у нас находится около второй станции метро, то есть я только что прошел новую станцию метро, новый выход, назовем так, он находится около старого выхода. Сейчас мы туда проберемся и посмотрим. Там есть овощи, там есть мяско, там есть много, на самом деле, чего интересного. Что еще? Из новостей, которые я так наугад навскидку вспомню, это открытие новых магазинов, новых магазинов. 3 апреля открылись магазины, долгожданные многими людьми, такие как Zara, Pull&Bear, Bershka. Многие этого ждали, судя по новостям, судя по фоточкам и видео, многие просто выстраивались в очереди для того, чтобы там это все выстоять, добраться и посмотреть. Не знаю, если хотите, напишите в комменты, насколько вам интересно такой формат одежды, да, такой формат видео, как обзор цен в магазинах одежды. Я обязательно туда заскочу, если на это будет спрос. Давайте, раз мы идем, посмотрим, что у нас тут по яблочкам. Яблочки 20 гривен, 20, 20, 20, все по 20 гривен килограмм. Да, бера, груши тоже 20 гривен. Тут у нас клубника 150 гривен. А звідки клубника? Полуниця, скажите? 150 кило. Не, я понял, а звідки она? Греция, да? Греция, да, он хороший. Я понял. У вас 150. Сладко-сладко. Оно... Да, пахнет. Дякую, дякую. Огурцы сотка, огурцы 70 гривен. Нормальные вполне огурцы. Цибуля 15 гривен. Кстати, лоток вообще очень неплохой. Огурцы обычно стоят, ну вот я вчера был в метро, посмотрите ролик, оставлю в комментах или в всплывающей подсказочке, там огурцы 170 гривен, тут 70 и 100. Цибуля 15, вчера было 20. Клубника, полуниця у мужичка 150. До этого максимально
максимальную скидку, которую я видел, это 160. То есть, ну, сейчас она 200. В Метро вчера я был, ролик, можете посмотреть, там 380. Ну, поэтому, как бы, диапазон цен, вы понимаете, да. Тут новый такой вот развлекательно-торговый центр, типа, построили. Ну, пока он не пользуется огромной популярностью, пока это такой магазинчик Фора. Большой, аппетитный, чистый, светлый, просторный, около нового выхода. Мне кажется, даже мало людей, которые об этом знают. Так, давайте зайдем с противоположной стороны. Что-то мало, холодно, наверное, поэтому мало людей с противоположной стороны. Тут у нас мясо. Посмотрим мясные прилавки, если они тут есть. Где-то тут у нас должно быть мясо. Так. Нет, это не мясо. Это колбасы. Так, картошка, что у нас? Соленья, картошка. Сейчас мы спросим. А в яку ціну полуниця, скажіть? 250 кг. А звідки вона? Греція, 250 килограмм. Ну вот вам ответ на вопрос. Так, а это коктейльный, да, черри? В яку ціну? 180 килограмм. Выглядит аппетитно. А огірки? 200 гривень огірки. Дякую. Так, ну пусто. Или я рано пришел, или я поздно пришел. Даже не знаю, почему так мало людей. Ну, я думаю, цены плюс-минус одинаковые. Добрий день, а картопля в яку ціну? 25, понял. 25 картошечка. Добрий день, а редис в яку ціну? 50. 50 редиска. Ага, я понял, дякую. Ну, кстати, я удивлен, знаете, чем? Тем, что возле метро, вот там, где мы были, там, где поток якобы больше, и там, где, в принципе, должно быть ну, больше спрос, больше людей, там как раз цены ниже. Да? Тут сколько она сказала полуниця, клубника? 250, а там клубника 150, на 100 гривен дешевле, капец. Я, честно говоря, удивлен, знаете, прошел 2 метра. Это, кстати, к слову о том, что нужно ходить, выбирать, торговаться и смотреть, потому что многие считают, что ну, нужно покупать у первого попавшегося. Так, давайте посмотрим рыбку. Сколько? Кулек маленький? Не, мы не на 100 гривен. Почему? 80? А 80, как и было. 79, Так, 60, рыбка. 80 гривен. Что у нас по рыбке? Толстолоб 80, сазан 150, 81 остался. щука 180, карась 80, линь 200, сазан 150. Горошина. Класс. Интересные, интересные. Я понял, спасибочки. Так, морковка 20, яблочко 50. А що це за сорт? Це кисленькі, да, вони такі? Ага. Так, бурячок 30, картошка 25. 150 миллионов. Через 135. А ківі в яку ціну? 150 ківі. 85 помидорчики. Вот помидоры, кстати, нормальная цена, стоимость. Яйца. Давайте яйца посмотрим. Яйца у нас такой ясен свит. 65-45. Ну, в зависимости от размера. Есть 45, 40, 40, 29. Это что? Это молодокурка. Я думал, это перепелиные. Обычно они стоят дешевле. Фермерские 30. Ну, короче, самый дешевый 29,50. Вот пропозиция ясен свет одного дня 29,90. Гулливер вон здоровенный. Смотрите, какие 52 гривны яйца. Ну, яйца, они... Ну, тут решать вам. Знаете, вот кому-то удобней взять 2 яйца малепусеньких по 2,90,
а кому-то удобнее одно большое, там, грубо говоря, за 50. Ну, мне кажется, оно, конечно, не будет соответствовать двум маленьким, но сам факт. Так, рынок небольшой, цены примерно, поняли? Почему рынок небольшой? Скорее всего, потому что погода и потому что не выходной день. Давайте посмотрим, что у нас по хлебу. Хлеб у нас белый, формовый 24, галицкий 23. Ну, цены вы видите, то есть одна буханка примерно стоит у нас где-то 25, 20, 30 гривен. Вафельный тортик 146, печиво 145, печиво вушка, многие, кстати, любят, 135. Круассаны снизу у нас 168. Так, с этой стороны у нас вот такие вот крученики с вишней 165, сочник 165 и штрудель сырный с виноградным джемом 37 гривен за вот такую вот штуковину. Друзья, как говорят, сколько людей, столько и мнений, и мне интересно каждое ваше мнение, каждый ваш коммент, будьте уверены, я читаю. Не на каждый из них я, безусловно, отвечаю, но то, что я вижу и читаю абсолютно каждый, это я даю гарантию. Также я ставлю благодарочку, респект, тос каждому из вас, кто смотрит мои видео, кто уделяет на это время, потому что именно время самый ценный ресурс, который, по сути, не восполняется. Я ставлю респектос каждому из вас, кто досматривает его до конца, кто оставляет какие-то фидбэки, какие-то комменты, свои мысли по поводу увиденного, свои мысли по поводу цен, ассортимента. Благодарю, что подписываетесь, и благодарю, что следите за моими видео. Важно, я повторяю, постоянно вести диалог, поэтому если вы что-то хотите увидеть конкретно с какого-то города, говорю, с Киева, откуда еще, с района, с места, с локации, с магазина, с какого-то отдела определенного магазина, то обязательно об этом говорите, обязательно об этом пишите, и я это буду воплощать в жизнь. Напомню, что вышел на канале ролик про Метро, довольно огромный магазин. Я ценами, даже не ценами, а подходом к ценам я приятно удивлен, потому что посмотрите ролик из Метро. Спальный район, это метро Дарница, там, собственно, где я и был. И вот тут вот одна из первых в Киеве установлена, я не помню, как она называется, короче, то ли немецкая подушка, то ли португальская, то ли испанская, то ли европейская. Короче, как-то называется вот такой лежачий полицейский. Он не поперек дороги, и он очень плоский, да. То есть, если я вам покажу, вот как он выглядит на, допустим, дороге, слева, вот эта вот полоса, это полоса для велосипедистов. Там парковочка, да, разграфлена синим цветом, вот там, где машинки стоят. И тут центральная полоса движения. Как она работает? Автомобили, обычные легковушки, они проезжают по ней, замедляя ход. Несмотря на то, что она плоская, все равно приходится, чуть-чуть вот сбавлять. Вот смотрите, допустим, кто поумнее, конечно, по велодорожке может проехать, но сам факт. А троллейбусы, автобусы большие, да, которые шире, они просто пропускают ее между колес, и им, в принципе, не нужно замедляться. Очень респектую тем дорожникам, которые это внедряют, потому что такие лежачие полицейские, которые ставят у нас, я уже не говорю про бетонные, да, из асфальта, кто-то же додумывается это делать, убивают просто ходовую автомобилей. Это, это плохо. И не обязательно их строить 30-сантиметровыми в высоту. Можно построить и пониже. Кстати, на Русановке вчера был, там доделали ремонт в плане велодорожек, в плане тротуаров, в плане автомобильной вот этой проезжей части. И мне там понравился в плане подхода, да, в подход и то, как там все расчерчено. В ближайшее время, в ближайших роликах я туда заскочу, посмотрю, вам передам, запишу, и мы с вами там походим, изучим и насладимся, надеюсь, солнечным киевским днем. Вот такие вот, можно сказать, лежачие, не лежачие полицейские тоже очень классно внедряются, очень классно применены. Почему? Потому что
пешеходам не нужно прыгать по лужам, да, то есть вот на этом пешеходном переходе тут никогда не будет скапливаться вода. Ну и плюс автомобили, которые едут, они в любом случае точно так же замедляют ход для того, чтобы не взлетать в воздух. Друзья, о наболевшем, о печальном сегодня, как и раньше, как и в прошлый день, позапрошлый день, как и неделю назад. Сегодня 4 апреля, с 3 на 4 апреля Россия в очередной раз обстреляла города Украины. В этот раз досталось в большей степени Харькову. Прилетело туда около 15 или 20 мопедов, шахедов, дронов. Разрушили здания, жилые здания. Более того, они прилетели в начале. Потом туда приехали спасательные службы, МЧС, пожарники, скорая. И в тот же момент туда же прилетели на спасатели в их автомобиле в место их нахождения. Вот прямо там, где они стояли, прилетели повторно дроны. Убило несколько людей, разворотило их автомобили спасательных служб. Все как любит Россия. Друзья, на такой ноте, совсем не веселой, я думаю, что мы с вами закончим это небольшое включение. Цены мы посмотрели, просто мимоходом проходил, решил записать для вас видео. Если ролик, если тематика, если в принципе сам формат вам нравится, если вы досмотрели до этого момента, я удивлен, почему вы не подписаны. Сделайте это. Палец, коммент, подписка. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.